тот случай, когда клиент приходит и говорит: хочу квадратный квадрат, а ты понимаешь, что там до квадратного квадрата еще пилить и пилить, как говорится. Поэтому начинаем сначала, уберем старое покрытие. Я для этого использую твердосплавную фрезу. Снимаю осторожно, потому что понимаю, что ноготочки очень тоненькие, кутикула здесь достаточно проблемная. В общем, нам предстоит серьезное укрепление. Кстати, будем сегодня работать полигелем, поэтому смотрите внимательно и не переключайтесь. Для начала у меня, как всегда, в работе талька я подсушиваю, и плюс есть небольшой секретик. При использовании талька становится очень хорошо видно, с какой конкретно частью кожи можно работать. Дальше с помощью безопасной фрезы я подняла, насколько это было возможно, и после этого используем мою любимую фрезу, педикюрная капля. Потому что вот я люблю в маникюре использовать педикюрные фрезы. Так бывает. На самом деле она достаточно удобная за счет того, что у нее скругленный носик и также классно обрабатывает боковые валики. После чего пилочкой я не забываю подготовить сам ноготь. Пилю стороной 180 грит в одну сторону. Дальше убираем кутикулу, если таковая имеется. У меня в этот раз в работе кусачки, так как кутикула тонкая, и чаще всего в такой ситуации я выбираю именно кусачки. В конце зашлифуем срез, у меня шарик 50 диаметра, и пройдемся антисептиком для того, чтобы убрать лишнюю пыль. Далее наступает очередь подготовительных жидкостей. Это праймер с липким слоем и, конечно, база. Напомню, что есть вот такой прикольный продукт у Luna Line, и это база, которая находится в стике. Мне она очень приглянулась, удобно и совсем не вытекает. После этого возьмем полигель прозрачно-розового оттенка, как раз то, что нужно, достаточно густенький, зернистый, я люблю зернистые продукты, которые очень хорошо подходят для того, чтобы вот так выложить его и восстановить всю архитектуру, включая стенки, которых не хватает, ну и сам свободный край, который далеко не квадратный. Дальше идет очень простой опил. Полигель пилится очень комфортно, то есть нет вот этого дурацкого эффекта стекла. В общем, никаких сложностей я здесь не встретила. Опилили в квадрат и, конечно, не забываем изнутри. Все лишнее нужно убрать. У меня тут маленькая твердосплавная фреза, которую я зову малышкой. Дальше у нас, конечно же, муки выбора просто невозможные. Мы думали, что же нам подобрать, какой цвет взять. Хотелось розовый, желтый, но в итоге выбрали вот этот нежно-голубой. Кстати, этот цвет — это тренд сезона, потому что все заграничные звезды, оказывается, красят именно им. Честно говоря, не понимаю, почему именно такой цвет выбрали, но в общем и целом приятный пастельный оттенок, красивый. Почему бы и не да. Наношу его в 2 тонких слоя, и также этот оттенок у меня от торговой марки Luna Line. Дальше я решила предложить клиентке какой-нибудь дизайн. Она чаще всего выбирает однотонный, поэтому дизайн я предлагала простой. Я взяла гель-лак и вытащила из него вот такие блестяшечки. Немножечко забавила, чтобы ничего не торчало, и потом тоненькой кисточкой для френча я прорисовала ровную линию и закрасила боковую часть ногтевой пластины. То же самое я повторила на вторую сторону, и у меня получился вот такой ноготь с блестящей красивой вставочкой. Дальше у нас идет топ-кристалл. Его мы тоже наносим в тонкий слой. Если необходимо, можно добавить небольшую выравнивающую каплю. И, в общем-то, наш маникюр с восстановлением квадратов полностью готов. Оцените работу в комментариях. Мне кажется, что красиво.